Donetsk, Paseo de Ángeles. Hoy he vuelto aquí por un motivo muy triste, a la par que muy especial. Este día, el día 27 de julio, a partir de ahora, se convertirá para siempre en el día para conmemorar a los niños víctimas de la guerra de Donbass. Ya sabéis que en este monumento están sus nombres y a día de hoy faltan aún muchísimos nombres por añadir, porque la OTAN sigue enviando armas y los niños siguen cayendo víctimas de los bombardeos de Ucrania. Скажите, пожалуйста, почему вы сюда пришли на аллею памяти сегодня? Деток жалко, у нас самих детки. Вообще не представляю, бедные родители ходят, так детки гибнут. Жалко же всех. Hoy otra noticia triste para Donetsk. Una niña de 12 años que ha terminado debajo de los escombros. Произошло ночью, мы спали, мы не слышали ни гула, ни шума. Я проснулась от того, что все рушится и падает. Все просто rушится вокруг, все, я спала. Мне просто повезло, что я спала вот в той части дома. Девочка-то вот в этом доме. Да. Lo que estamos viendo dicen que podría ser provocado por un misil de alta destrucción que se denomina Huracán. Я вот представляю европейские медиа. Вы, наверное, знаете, что до нас информация там доходит, не в том виде, в котором она выходит отсюда. Может быть, вы хотели бы что-то сказать населению Европы? Как-то к ним обратиться? Да, что толку им говорить, что они сами не видят. Я думаю, там все прекрасно и так знают, куда они бьют и что они хотят. Ну, у нас племянница, девочка в садике погибла. Так она теперь ходит, босая на облачке, смотрит, говорит, Ирочка, говорит, там, говорит, Алиночка, облачко. Ну, как ребенку объяснить? Уже даже ребенок понимает и боится. Даже сейчас под взрывами, да? ПВО работает. Да? Но мы живем в самой высокой точке Донецка, и как бы все слышно, мы все видим, потому что, да, мы уходили из дома, все было очень громко. Так как мы работники Республиканского дома народного творчества и кино, у нас пострадал наш второй офис, скажем так, это Центр славянской культуры, который сейчас к нам относится. Туда в 3:12 ночи был прилет, я это все видела из окна, просто из окна. Наш дом прилетел еще в 2014 году. Но, слава богу, дом остался цел, и все заделывается, но память остается, понимаете? Просто по-человечески, да, страшно. Привет. Ну, расскажи, как тебя зовут? Меня зовут Фаина, мне 13 лет, живу в Луганске. И чем ты прославилась, Фаина? Наверное, то, что меня трясли на миротворец. Faina Sevenkova, 13 años. Otra niña víctima de la guerra de Donbass. Su perfil fue publicado en Mirotvorets, un sitio web ucraniano con sede en Kiev que publica información personal de personas que se consideran enemigos de Ucrania, o como dice el propio sitio web, cuyas acciones tienen signos de crímenes contra la seguridad nacional de Ucrania, la paz, la seguridad humana y el derecho internacional. А что такое миротворец, ты знаешь уже? Я думаю, что это враги Украины, скажем так. Враги Украины? Да. Туда заносят данные людей без их ведома. Многие даже к ликвидации приговаривают. То есть они заносят туда людей, как будто бы они враги народа? Да. Скажи, пожалуйста, а как ты туда попала? Сначала я попала за участие в российских конкурсах, за что я пишу. И за участие в фестивале фантастики в Донецке. Потом уже все менялось, была жертва пропаганды и одновременно пропагандировала. На самом деле не знаю. Сама думаю, что из-за моего обращения в ООН.
о том, чтобы война закончилась. Ты обратилась в ООН? Да. Расскажи, пожалуйста. Я написала видеообращение ко Дню защиты детей, что дети имеют право на мирную жизнь, и она должна закончиться. И из-за этого ты попала в Миротворец? Я думаю, что да. Хотя они не уточняли точно. А вообще, как ты об этом узнала? Мне сказали об этом мои друзья-журналисты в соцсетях. Тебе, может, какие-то угрозы поступали? Ну, да, были угрозы, но в основном, конечно, это были просто слова в интернете. А слов много было в соцсетях? Ну, не то чтобы много, в основном, конечно, такое не читаю. А как вообще ты это пережила? Ну, как-то. Стараюсь не зацикливаться на этом, но... Ну, тяжело было в какой-то момент? Ну, я думаю, что да, потому что, как бы, твои данные в соцсетях, потом также мою маму донесли. А, то есть, подожди, выложили все твои личные данные? Да. Ну, адрес, номер телефона, моих родственников. Даже родственников? Да. Ну, там, конечно, изначально не было, как бы, адреса моих родственников и все про них. Но вот потом донесли маму все-таки. А до того, как ты обратилась в ООН, какой ты деятельностью занималась? Ты что-то писала или что-то Ну, делала? рассказы о животных. Поэтому, да. То есть, а про тему Россия, Украина что-то писала? Ну, я не пишу по поводу Украины и России, я просто пишу, как я живу на войне. И как ты живешь на войне? Ну, сложно. Как-никак погибают люди, обстреливают. Ты здесь, в Луганске? Да. Ты все эти события проживала с 2014, я так Да. понимаю? И с 2014 ты писала, как ты жила на войне? Ну, сначала, конечно, это были рассказы о животных, но потом я начала писать эссе тоже о войне. Пришла к тебе эта мысль писать эссе о войне? Ну, просто решила, что расскажу людям о том, что вообще у нас происходит, потому что вот тоже в Тверсете я знаю, что многие люди вообще не знают о ситуации на Донбассе. Este es el edificio que recientemente, hace tan solo unos 3-4 días, fue bombardeado. Aquí en la ciudad de Donetsk, 4 víctimas, una niña de 1 año y medio, la cabeza abierta, actualmente en coma. Justo enfrente del edificio, aquí está el edificio, justo enfrente, un colegio, el colegio número 92. Вчера вот прилетела со стороны Новомихайловки по школе, и по вот там 27-я больница. А это, то есть понятно, чья сторона это бьет? Ну, для нас понятно, конечно. И чья? Украинская. Так было все 8 лет, и вам любой здесь об этом скажет. И как вообще здесь часто сюда прилетают? Да, вот да, сейчас на данный момент, вот эти дни часто. Я вышла первый раз, наверное, за неделю с ребенком, и то вот в магазин, чтобы быстро скупиться, потому что очень страшно выходить с ребенком. В 2014 году все как началось, вот так вот 14-15, я лично и моя семья, мы сидели в подвалах, вот, спали одетые в коридорах на чемоданах, потому что было очень страшно. То есть то есть люди в стрессе все равно, то есть вот эти все 8 лет люди жили в стрессе. Центр города, он был более-менее спокойный, вот, а окраины постоянно появились. Нам, как бы, честно говоря, просто обидно за людей, за детей. Вот, например, вот дом, который, да, вот ударили там 2 дня назад буквально, там был 1,5-годовалый ребенок в квартире. Моему ребенку сейчас также 9 месяцев, мне очень страшно. Я вот боюсь, честно. Я хочу погулять, но я не могу выйти с ребенком погулять, потому что я боюсь за его жизнь. И все, как бы, все, что тут скажешь. То есть 8 лет нас никто не слышал, и не видит и не слышит сейчас на данный момент. И все это, все, что происходит, у меня подружка здесь тоже, также 9 месяцев ребенок. Как бы мы все время боимся. Вот вчера прилетела, меня отрусило все, а вот когда дом 2 дня назад, ну, я просто плакала весь день, потому что, опять же, там уже были дети, вот, и как бы самое страшное, это за жизнь вот ребенка боишься. Sucede una cosa en todo tipo de conflictos que creo que deberíamos replantearnos bastante, y es que estamos relativizando el miedo y el dolor de las personas. Esto es el miedo y el dolor de las personas. Detrás de mí hay un jardín de infancia. Allí hay niños. Esto, ¿veis? Estas cosas a nosotros nos parecen una tontería, ¿verdad? Ya lo han limpiado, pero esto, si llega ahí, el destrozo que hace es muchísimo mayor
y si hubiera niños, pues ni os cuento. Как ты думаешь, на тебя повлияет в будущем то, что ты в миротворце? Понятия не имею. Надеюсь, что все-таки данные уберут. А ты куда-то запросила, чтобы их убрали? Да. Ну вот фонд, с которым сейчас работаю, фонд по борьбе с репрессиями, они передали данные всех детей, которые там находятся, в ООН. 327. 327 детей в миротворце? Да. Самая маленькая, по-моему, было 10 лет. А ее за что? За то, что как-то высказывается ситуация на Донбассе, думаю. Я не ждала, что так много детей Да. там. Только нашли данные этих, может быть, даже больше там их. Поэтому И они все луганские и донецкие? Есть российские тоже. По-моему, даже Беларусь есть. Может быть, ты чего-то бы хотела, ну, какое-то обращение записать в Европе? Ну, то есть, не знаю, что-то просто сказать от себя, если бы тебе, может, чего-то бы хотелось. Наверное, не всегда верить полностью всем новостям и думать в первую очередь своей головой. На самом деле уже месяц, ну, наверное, даже больше, формирование киевского режима активно использует дистанционное минирование. Специальные снаряды для реактивных систем залпового огня «Ураган», которые ставят минные заграждения с использованием специальных мин. Это противопехотная фугасная мина ПФМ-1. Она запрещена конвенцией Оттавской, по-моему. И, собственно говоря, в чем опасность этой мины? Это маленькая мина, ее называют лепесток. Она из пластика, то есть корпус из пластика не определяется металлодетекторами, но суть не в этом. Суть в том, что она калечит людей. Украина использует мины ПФМ-1, старые, советские, которые в российской армии давно не используются. Минные заграждения дистанционно ставятся в населенных пунктах. Я такого количества мин, как в Лисичанске, например, или в Северодонецке, не видел нигде. В клумбах, на улицах. Мина при срабатывании человеку отрывает, ну, например, стопу или кисть, делает инвалидом на всю жизнь. Опасность мин в том, что в траве они не видны. Но еще хуже, что многие дети, не зная, воспринимают эти мины как игрушки. Ну, такие маленькие лепесточки, бумеранги. И вот это дистанционное минирование, оно используется, ну, конечно, для того, чтобы сковать действия частей соединения армии России, вооруженных сил Донецка и Луганска, но массированно применяется дистанционное минирование украинской армии в больших городах, откуда мирные жители не эвакуированы. Я людям объяснял в Лисичанске, которые ездят на велосипедах, которые ходят пешком, что это мины, они очень опасны, нельзя к ним подходить. К нам подошел человек с окровавленной рукой, с культей, взрослый, который сказал: я увидел мину, решил ее откинуть, вот она взорвалась. Это еще один пример жуткий, трагичный военных преступлений, которые, в общем, делает киевский режим. Во-первых, я мать 2 детей. Во-вторых, у меня на Майском не так давно погиб человек, которого я знала. Она погибла с сыном. Ксения Камаль, корреспондент радио «Республика» Польши. Мы сотрудничали. Это было страшно. Она с маленьким ребенком, со своим младшим сыном погибла. И, ну, просто, наверное, я такая. Я не могу пройти мимо чужого горя. И для меня это в какой-то степени личная трагедия. Вообще, это страшно, когда дети гибнут. Вы же понимаете сами. Извините. Я журналист из Европы. У нас, к сожалению, про Донецк, вы, наверное, знаете, говорят очень мало и очень часто неправду. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вы, может быть, как-то к ним коротко обратились. Потому что здесь сейчас дети гибнут, в том числе и от натовского оружия. Я понимаю, что везде есть люди адекватные, есть люди, которые просто не хотят верить в очевидное. Нас убивают 9-й год. 9-й год мы живем в кошмаре, но мы живем. Этот город мы не бросим никогда, понимаете? Эта земля, она особенная.
И если ты родился здесь и вырос, она не отпускает. И мы будем стоять здесь до конца, на этой земле. Мы не уедем. Так что, как бы нас ни пугали, ни запугивали, это бесполезно. Просто бесполезно. А, наверное, за каждого убитого здесь, погибшего ребенка в том числе, Вселенная, она отомстит за нас. Извините. Я желаю всем нормальным, адекватным людям всего самого лучшего, мира во всем мире. Но тем, кто убивает, поверьте, не забудем и простим. Adjuntaré las imágenes de algunas entrevistas para tratar de llegar a toda aquella población europea que todavía desconoce los hechos que aquí llevan sucediendo estos largos 8 años. Y es que, para no andar más lejos, la razón por la que hoy estamos aquí, la razón por la que el día 27 de julio ha sido elegido como el Día de la Memoria de los niños víctimas caídos en la guerra de Donbass, es una historia absolutamente desoladora. Y es que tal día como hoy, el día 27 de julio del año 2014, fue encontrada entre los edificios de un barrio residencial de Gorlovka Kristina Zuk, una mujer de tan solo 23 años que falleció víctima de un bombardeo de Ucrania y que fue encontrada cubriendo con su cuerpo a su pequeña niña de tan solo 10 meses de edad. Ambas fallecieron y hoy Cristina es conocida en toda la República Popular de Donetsk como la Madonna de Gorlovka. Es el símbolo de esta fecha tan triste y tan especial en la que tanto las autoridades como los no paran de bombardear. Hace poco, además, ahí ha funcionado justo encima el antimisiles. Acaba de funcionar el equipo de antimisiles aquí. Estamos en la Alea de Los Ángeles, en el Paseo de Los Ángeles. O sea, hemos flipado todos. El sonido ha sido bestial. Estaba sentada en un banco y casi me caigo redonda en el sitio. Pensé para dónde correr, pero bueno, es lo que hay. Ella se ha convertido para siempre en el símbolo de esta fecha tan especial. Yo, para conmemorarlo, llevo hoy en mi pecho esta chapita hecha especialmente para la ocasión. А мы из Донецка, Да, вот, семья Добрилей. Да. ну, Наш что, внук. родился он даже во время этой войны. В 16 году. Это тяжело, когда такие невинные души, которые буквально вот там, оно родилось, Господь вложил в это все. И вот кто-то по чьей-то, то есть, не знаю, это безумие. Ванюш, можно я вот тебя спрошу? Мне интересно, скажи, пожалуйста, дорогой, о чем ты мечтаешь? Я хочу, чтобы россиянцы победили. Это правда твоя мечта? Да, он у нас постоянно, да. А ты веришь, что все будет хорошо? Да. Обязательно так и будет. Ты опять, Ванюш. Я журналист из Европы. Там, вы, наверное, знаете, что эти события освещаются, В другом ракурсе, скажем так, наверное. С другой стороны. И очень хотелось бы, может быть, от вас какое-то, может, послание им или что-то вы хотели бы им сказать? Ой, вы знаете, да. Понимаете, Может, их Господь Бог быстрее вразумит. пока они издалека, они не понимают. Да. Вот, когда мы здесь живем, мы это поняли на своей. Вот эта рубашка, она очень близко к телу. Но я не хочу им желать, чтобы эта рубашка стала у них так же близко. Пусть они все-таки, видя вот этот памятник, который тут есть, это напоминание, и все-таки вразумятся и подумают, и сделать правильный выбор, то есть на мир и на здравие. Мы зла никому не желаем, пусть у всех все будет хорошо. Почему вы сегодня здесь? Потому что это, наверное, один из самых траурных дней, которые есть сейчас, на данный момент, в наше время. Это дети, это наши ангелы, вечная память, потому что это значимая дата для нас всех. За все 8 лет, уже 9-й год войны, это большая трагедия для всех нас. Я думаю, что это трагедия для всех людей, у которых есть душа, сердце. Вы, наверное, знаете, что в Европе эти события освещаются со своей стороны. У вас есть, может быть, какое-то сообщение или что-то сказать людям там об этой ситуации? Пусть приедут к нам
и сами своими глазами все посмотрят и увидят. Все, что мы говорим, все, что мы показываем, все, что у нас здесь происходит, это все на самом деле так и есть. Гибнут дети, гибнут старики, гибнут мирные жители, гибнут наши защитники, которые встали на защиту, бросили свои работы и встали на защиту своей семьи, своей земли. Поэтому пусть приезжают, смотрят. Hoy aquí hemos visto de todo: políticos, activistas sociales, maestras, directoras de colegios, sencillamente madres que venían aquí con sus hijos a recordar a estos ángeles que ya no están con nosotros. Desgraciadamente el acto no ha podido celebrarse de forma multitudinaria porque, ya ven y escuchan, hoy, casualidades de la vida, Ucrania bombardea más que nunca. А по натовскому оружию что-то можете сказать? Вы знаете, что оно убивает здесь детей? Ну, я сюда приехала в 2014 году, когда все только началось, в мае. Поэтому я отсюда никуда не выезжала, не уезжала. Поэтому мне, как никому, знать, что здесь происходит с самых-самых первых дней. Мы слышим это натовское оружие, мы видим его последствия. У нас за 4 месяца проведения СВО, началось с февраля, на порядок больше погибло людей, чем за 8 лет до СВО. Поэтому все это, конечно же, мы связываем и с поставками этого нового вооружения. От обстрелов и больше с погибло людей? обстрелов, конечно, потому что обстрелы участились, оружие, дальность стрельбы, оружие, которое сейчас поставляет НАТО, усилилось, поэтому гибнет больше людей, на порядок больше. Посмотрите, весь виноватый, там ни одного дома нет, который бы не пострадал от обстрелов за эти 4 месяца. Esto, impacto directo en un colegio. Mira, hay cristales. Aquí, todos los cristales con plásticos. Mirad, esto ya medio recogido. Todo esto son resultados de impactos, de las ramas que se han ido cayendo por la metralla y la gente, aún sin salir. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а вы не выходите, потому что стреляют здесь? Ну да, вообще-то. Страшно? А сколько вы так живете? Посчитай, уже 8 лет как стреляют. Ну я вот... Господи, ужас какой! Это прямое попадание в дом ваш? Господи. Вот, на третьем этаже. Вот, Пожалуйста, берегите себя. вот прямой, и вот в следующем прямое тоже. Ужас какой. Вас разбили? Вот это ваша квартира? Когда? Скажите, пожалуйста. 14 сейчас у нас... Март? Нет, 14 апреля. Нет, марта. Марта? Как раз когда точка У, в тот день у нас разбили. В тот день как раз нас разбили. Скажите. И как раз мы ехали сюда, и за нами взорвалась эта мина. Мы только проехали, в 6-м доме взорвалась мина. Ужас какой. И бегом в подвал. Скажите, а сколько это продолжается здесь? Ну, как вот началось 24-го, как нас объявили свободными. И все, и началось, они начали. А вообще 8 лет. Это просто вот уже с коллегой нас бросили. Бегите, бегите, пожалуйста. Берегите себя. Бегите, бегите. Прячьтесь, прячьтесь. Прячьтесь, Вот я пожалуйста. езжу из-за чего? Я живу с сестрой, а езжу из-за этого. Господи, какой вы герой. Осторожно. Осторожно, пожалуйста. Cuidado, patos aquí. Esto no. Puntos héroes. Héroes. Mira, mira. Тоже из окошек.
Вы просто герои наших дней. Посмотрите Донецк, окраины. Bueno, pues ahora mismo estamos en una zona, pues esta es de las más castigadas, de hecho, donde se han producido muchísimos bombardeos y de hecho creo que a día de hoy todavía siguen cayendo bombas. Давно это происходит? Да, с 14 года. Ну, разбито все. То есть сюда до сих пор прилетают? Да. Ну, сегодня нету, завтра Ну, нету. да. Мы же не знаем, ночью все будет. У меня и потолок проваленный. Все побито. И даже он, видите, вон дырки. И в заборе. Лена там вообще забор. То есть Ни воды, ничего. Бьют. воды Чем- нет? Чем и нету ничего у нас. То есть света тоже не было? Не всё это было время? ничего, все перебито было, ничего не было, все разбито. Ни света, ни воды, ни газа. Позабиты окна у нас позабиты. Холодно. Как спать в квартире? Бутылки. Нагреваешь. Бутылку нагрели, Это к ногам положили, к душе. Что говорю, вот я живу за Рамадан в центре. 40 градов прилетело. 4 июня. 13 июня в роддом на Вишневской. Это центр города Донецк. Центр. О чем мы говорим дальше? Fijaos lo que hacen con las personas. Las armas de la OTAN. Las esconden. Es el miedo. Es lo natural. Hasta hace unos días estuvieron bombardeando sin parar. Y aquí, donde no solía llegar nada, prácticamente nunca, pues empezó a llegar también. Porque las armas de la OTAN es lo que tienen mayor alcance. Как обстановка вообще здесь? На данный момент нормально. Перед этим неделя была очень печальная. Нас лупили как только могли. Мы с подвалов с детьми не выходили. Вы живете же рядом, да, с Вот родильным мы домом? живем дом. У нас все повыезжали с дома. Посмотрите, какой у нас большой дом. И у нас осталось вот... Это только вы остались? Да. Все остальные у нас выехали, особенно после среды. От страха, да? Конечно, потому что тут все летело. Поэтому так пустынно на улицах Конечно. сейчас? Мы не могли выйти даже утром в среду на работу. Bueno, pues este es el barrio Kievski. Estas mujeres tan amables se han ofrecido a acompañarme, a enseñarme un edificio que yo me había perdido. Justo aquí detrás está el hospital de maternidad. Esto, además, es como una especie de barrio hospital, ¿vale? Es el hospital Vishnievskaya y sus diferentes instalaciones están, digamos, repartidas por el barrio. Y aquí, lo que estáis viendo, todo el edificio, si os fijáis, está completamente destrozado y está sonando. Mirad, esto de aquí me han ayudado a encontrarlo por aquí, rebuscando, las mujeres que me han traído a este edificio, que está en el céntrico barrio Kievski de Donetsk. Y además han sido muy amables y me han contado cómo han estado pasando estos días. ¿Veis? Esto es lo que ha caído de este edificio. Que ha sido una experiencia pues de lo más terrible, la verdad. Все серьезно, все страшно, но мы победим. А вы откуда? Лицей номер 1. У нас сегодня запланирована акция. Но если, как говорится, была возможность привезти детей сюда сегодня, конечно, с нами были бы дети, наши ученики, родители, но вы слышите ситуацию, рвутся с утра сегодня, поэтому вот мы таким небольшим коллективом, молодой учитель, педагог и я директор лицея, мы пришли почтить память деткам, которые не придут 1 сентября в школу. Просто-напросто. Скажите, а у вас были прилеты в вашу школу? Прилеты у нас были недалеко от школы. Это как раз бульвар Пушкина 5, а мы бульвар Пушкина 6. У нас были прилеты. И в 2015 году был прилет, и мы детей спасали, выносили. Ну, ничего, будем жить. Все будет хорошо. Mirad, en directo. Con su madre ha venido. А вы почему пришли? Вы почему пришли? Потому что сегодня день памяти. Я знаю, но вы просто так? Да, мы просто так. Мы
с сыном здесь часто бываем. Можно я вас? Да, С сыном. мы здесь с сыном часто бываем, потому что я объясняю, что у нас происходит. А вы знаете, я вот блогер из Европы, из Испании. Да, я Может, вас- ему объясните, я что вас у нас происходит? Что у нас здесь происходит, нас просто убивают наших детей. И уже убивают 8 лет. Вот у меня ребенок, ему 7 лет, это ребенок войны. У вас родился ребенок на войне? Да, просто вот, мирных дней вот он не видел. Начиная с беременности, в утробе матери первый раз он услышал эти взрывы. Первый раз. Я была на 4-м месяце беременности, и вот у нас как раз вот гаубицы стояли, они били по Донецку. Я жила в Никольском, село Никольское. Я знаю, да. Вот, и как раз оттуда. И вот в сентябре, в августе приехала там танковая бригада, поставили гаубицы, и они вот стали бить по Донецку. Тогда пришлось уехать, потому что там еще в селе были айдаровцы. Я была беременна, и вот на 4-м месяце как раз начались очень сильные обстрелы. Приехали айдаровцы в село Никольское, приехала танковая бригада, поставили гаубицы на монастырских огородах и стали бить по Донецку, по Еленовке. Мы видели, как над Донецком рассыпаются эти фосфорные снаряды, потому что за село, когда выходили, очень это видно было. Я даже видела, когда убивали своих же молодых ребят украинских, которые не хотели стрелять по мирным жителям. Серьезно? Их убивали, их просто сожгли дотла. Приехали и расстреляли, убили, там сожгли все, не осталось. Это все из-за того, что они не хотели стрелять. Сами же эти украинские приехали, их убили. Это вот все происходило как раз вот летом 14-го. В сентябре 14-го я попыталась уехать, но уже на территорию России не смогла выехать. Я уехала в Киев. Соответственно, там отношение ко мне было тоже очень плохое. Не очень хорошее, да? Да, как переселенца просто даже за людей не считали. Мой друг, он попал в плен, его забрали. Почему забрали? Забрали СБУ, ему они привязали статью за пособничество терроризму. Да, это у нас такая самая распространенная статья, вот, типа за передачу разведданных. Его забрали, а так как я тогда только родила и была в больнице, ребенок был в реанимации, я ему позвонила. Это был последний звонок, а потом его забрали. И уже буквально там через несколько недель начали звонить мне из СБУ и начали мне угрожать. У меня был маленький ребенок на руках. И а что говорили? Страшно, что меня найдут. За что? За то, что просто друг да, ваш? И с матами все это было. Причем звонили пьяные. Вот. Страшно было, потому что я знала, что СБУ-то оно везде и может найти везде. И как вы относитесь к событиям сейчас, которые происходят? Поддерживаете или нет? А дело в том, что если бы не было такого решения, не было начала специальной военной операции, Донбасс бы просто стерли с лица земли, и тогда бы уже началась совсем другая война. Почему? Потому что киевский режим, он управляется не из Киева, он управляется из Штатов, из Великобритании. И до этого это было, когда уже Порошенко пришел, когда Зеленский пришел. Они говорили, что они будут Донбас стирать з лица землі. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Не нужно здесь мирное решение. Им не нужны здесь люди. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса, временно оккупирован, и ты считаешь, что наше дело правое нам в Россию, вот мы русские, это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Поэтому я считаю, для будущего своих детей и внуков ты любишь Россию, считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины, и всегда это было, я чувствовал, что это Россия. И так, если ты так чувствуешь,
Я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать, искать себе место в России. Это правильно, потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. А были какие-то предпосылки к тому, что они войдут до России? Были, потому что уже к этому времени начали стягивать вооружение. Все 8 лет они постоянно обстреливали, хотя тяжелое вооружение должно было быть разведено, но видно было, что оно подтягивается сюда. Здесь укрепрайоны вокруг очень большие. Я сама училась в Горловке, я знаю, как там город разбомбили. Estamos en Gorlovka. Aquí, esto es un colegio, el colegio número 50, donde el día 25 2 maestras perdieron la vida porque este colegio sufrió el impacto de un misil. Это прям прилетело в школу, погибло 2 учителя, которые сидели в этом кабинете. В Горловку часто прилетают? Очень часто. На протяжении сколького времени? Это с 2014 года длится. Все время. Обстреливают? Конечно, обстреливают. И школа. Ну, это хорошо, что детей, конечно, нет. А учителя, я же говорю, при чем люди здесь? Люди мирные причем. И знаю, что просто на границе города, на границе Горловки, на границе Донецка, там просто огромные укрепрайоны для того, чтобы наступать сюда. Y este es el centro de Donetsk. Aquí pueden ver la plaza principal y aquí, este 27 de julio, hay una pantalla con los nombres de todos los niños de la República Popular de Donetsk que han caído víctimas de los bombardeos ucranianos. Donetsk de noche, y aquí están los nombres de todos los niños que hoy ya no están con nosotros porque se han convertido para siempre, para esta república, en ángeles cuyas vidas se llevaron los absurdos y constantes, eso sí, bombardeos del ejército ucraniano. Hoy ha sido un día muy largo y desde luego muy importante. Hoy aquí en la República Popular de Donetsk se conmemora a todos esos niños víctimas de la guerra de Donbass y este es el final del día. Han preparado una especie de show con láser y vamos a ver qué van a mostrar ahí en ese edificio en pleno centro de Donetsk. Con los sonidos de los bombardeos de fondo. Qué fuerte. Ni en un día tan importante han querido dejar de bombardear. Привет, тебя как зовут? Павел Валерьевич Павлюков. Да? А кем ты хочешь стать, Павел? Пожарным. Помогать людям хочешь? Молодец. Estos son los nombres de todos los ángeles que perdieron su vida y cayeron víctimas de los ataques de Ucrania, aquí en Donbass, víctimas de la guerra de Donbass, desde 2014 hasta el día de hoy. Y bombardean, siguen bombardeando. Kira Zuk es la niña de 10 meses cuya madre es hoy conocida como la Virgen de Gorlovka. La encontraron el 27 de julio, tal día como hoy, en el año 2014, en un barrio residencial de Gorlovka. Cayó víctima de un bombardeo ucraniano y la encontraron abrazando a la pequeña Kira, cubriéndola con su cuerpo. Esa imagen recorrió el mundo entero.
es el símbolo de esta fecha que se celebra por primera vez este año. El Día del Recuerdo de los niños víctimas de la guerra de Donbass. Poco más que añadir por mi parte. Ojalá llegue pronto el día en el que estos shows ni estos reportajes sean necesarios, porque ya no haya más niños convertidos en ángeles caídos aquí en Donbass.